Самый простой способ управлять человеком — не заставить его подчиниться и даже не убедить его в своей правоте. Достаточно научиться вызывать у него предсказуемую реакцию. Один человек знает, что вам трудно переносить несправедливые обвинения, поэтому бросает сомнительную фразу и наблюдает, как вы начинаете оправдываться. Другой понимает, что вы болезненно реагируете на неуважительный тон и каждый раз повышает голос, когда хочет сбить вас с позиции. Третий пишет провокационный комментарий не потому, что рассчитывает изменить ваше мнение, а потому, что хочет забрать ваше время, внимание и эмоциональную энергию. В подобных ситуациях кажется, будто вы защищаете себя. На самом деле вы часто двигаетесь по заранее подготовленному маршруту. Другой человек выбирает момент, формулирует обвинение, задает тон и вынуждает вас отвечать внутри созданной им рамки. Он ставит вопрос, а вы доказываете, что имеете право существовать за пределами его обвинения. Именно здесь начинается власть над человеком. Не с приказа, а с управления его ритмом. Никколо Макиавелли никогда не формулировал правила «никогда не реагируй, никогда ничего не объясняй, просто игнорируй». Он также не создавал 7 приемов темной психологии. Это современная интернет-формула, собранная из популярных представлений о власти, самообладании и манипуляции. Более того, настоящий Макиавелли не советовал применять один метод во всех обстоятельствах. Его понятие «вирту» означало способность изменять образ действий в зависимости от времени, противника и конкретной ситуации. Исследователи политической мысли называют это гибкостью характера. Эффективный человек не поклоняется ни молчанию, ни агрессии, ни откровенности. Он выбирает тот способ, который соответствует реальности. В 19 главе «Государя» Макиавелли предупреждает правителя не только против ненависти, но и против репутации человека нерешительного, непостоянного и легко управляемого. Поэтому молчать всегда столь же неразумно, как отвечать на каждую провокацию. В одном случае ответ лишь кормит конфликт, в другом отсутствие ответа убеждает окружающих, что с вами можно делать все, что угодно. Настоящий вопрос звучит не так: отвечать или молчать. Он звучит иначе: какой результат создаст мой ответ и кому будет выгодна моя реакция? Сегодня мы разберем 7 принципов, позволяющих не отдавать другим людям право управлять вашим внутренним состоянием. Это не руководство по эмоциональному насилию и не инструкция по тому, как заставить кого-то страдать от вашего отсутствия. Речь пойдет о способности сохранять собственный темп, выбирать аудиторию и отличать настоящий конфликт от спектакля, в котором вам заранее отвели роль. Принцип 1. Не позволяйте первому импульсу принимать окончательное решение. Провокация почти всегда рассчитана на скорость. Чем быстрее вы ответите, тем меньше вероятность, что успеете понять происходящее. Вам присылают неприятное сообщение, и пальцы уже начинают печатать ответ. На совещании кто-то ставит под сомнение вашу компетентность, и вы немедленно перечисляете собственные достижения. Близкий человек произносит болезненную фразу, после чего разговор за несколько секунд превращается в обмен взаимными обвинениями. Первая эмоция в таких ситуациях естественна. Гнев сообщает о нарушении границы, тревога предупреждает об угрозе, стыд показывает, что под ударом оказался ваш социальный образ. Проблема начинается тогда, когда эмоция перестает быть информацией и автоматически становится приказом. Макиавелли изучал людей, принимающих решения в условиях давления, неопределенности и опасности. Его интересовало не отсутствие чувств, а способность не становиться пленником собственной неизменной природы. Один правитель всегда действует осторожно, другой неизменно бросается вперед. Оба могут добиться успеха, пока обстоятельства подходят их характеру, но терпят поражение, когда время требует противоположного поведения. Поэтому сила заключается не в том, чтобы всегда оставаться холодным. Сильный человек способен действовать быстро, когда промедление опасно, и медленно, когда противник рассчитывает на импульсивность.
Перед ответом полезно мысленно разделить 3 вещи. Что вы почувствовали, чего от вас добиваются и какой реальный ущерб уже причинен. Это занимает несколько секунд, но возвращает вам авторство поступка. Представьте, что незнакомый человек написал оскорбление под вашим видео. Вы раздражены. Это чувство. Вероятно, автор хочет внимания или публичной перепалки. Это его предполагаемая цель. Реального ущерба, репутации, отношениям или безопасности пока нет. Это фактическое положение. После такого разбора необходимость отвечать часто исчезает. Не потому, что вы испугались конфликта, а потому, что увидели его экономику. Ваш ответ потребует времени, поднимет активность комментария и даст провокатору именно ту сцену, за которой он пришел. Совсем иначе выглядит ситуация, когда коллега на рабочей встрече ложно утверждает, что вы сорвали срок. Здесь обвинение произносится перед людьми, принимающими решение о вашей карьере. Молчание может превратиться в согласие, поэтому спокойная фактологическая поправка будет сильнее демонстративного безразличия. Самообладание не означает одинаковой реакции на разные угрозы. Оно означает, что между стимулом и действием появляется пространство для оценки. Психолог Джеймс Гросс, один из ведущих исследователей регуляции эмоций, различает переоценку ситуации и простое подавление внешней реакции. Подавление заставляет человека скрывать чувства, но часто не уменьшает его внутреннюю интенсивность и может увеличивать физиологическое напряжение. Переоценка действует раньше. Вы меняете понимание события, после чего меняется и сила эмоции. Поэтому полезнее не повторять себе «я ничего не чувствую», а увидеть реальный масштаб происходящего. Чужая грубость может быть не приговором вашей ценности, а попыткой получить контроль. Несогласие не всегда является неуважением. Критика не обязательно скрывает заговор, а провокация не требует ответа только потому, что вы ее заметили. Вы не обязаны быть бесчувственным. Достаточно перестать считать каждое чувство обязательством немедленно действовать. Принцип 2. Используйте молчание для получения информации, а не для наказания. Молчание действительно может быть сильным инструментом, однако его сила почти всегда понимается неправильно. В исходной версии утверждается, будто молчание заставляет людей одержимо думать о вас, разрушает их изнутри и становится формой психологической войны. В подобных словах есть частица правды. Отсутствие ответа создает неопределенность, а социальное исключение может причинять заметный эмоциональный дискомфорт. Исследования Киплинга-Уильямса показывают, что игнорирование и отвержение способны угрожать базовым потребностям человека в принадлежности, самоуважении, контроле и ощущении значимости. Даже короткие эпизоды остракизма могут вызывать гнев и печаль. Но именно поэтому намеренное молчание, используемое для причинения боли близкому человеку, нельзя выдавать за мудрость Макиавелли. Это уже не самозащита, а наказание. Стратегическая пауза действует иначе. Ее цель состоит не в том, чтобы заставить собеседника страдать, а в том, чтобы перестать снабжать его лишней информацией. Люди часто раскрывают свои истинные намерения, когда не получают ожидаемой реакции. Провокатор рассчитывает на возмущение, но сталкивается со спокойным вопросом. Манипулятор ждет оправданий, однако слышит короткое «я подумаю». Человек, привыкший давить срочностью, начинает повторяться и постепенно показывает, почему решение необходимо именно ему. Пауза нарушает чужой сценарий. Пока вы не спешите заполнять тишину, собеседнику приходится говорить дальше, уточнять требования, добавлять аргументы и показывать собственную заинтересованность. На переговорах это может выглядеть очень просто. Вам предлагают сомнительные условия и сразу спрашивают, согласны ли вы. Вместо мгновенного отказа или долгого объяснения вы спокойно перечитываете предложение и спрашиваете, почему решение необходимо принять сегодня. Затем снова замолкаете. Человек, искусственно создающий давление, нередко начинает объяснять больше, чем собирался.
Вы узнаете, что у него нет других кандидатов, что срок установлен им самим или что предложенные условия допускают пересмотр. Молчание принесло пользу не потому, что унизило собеседника, а потому, что дало информации появиться. Совершенно иная этика действует в близких отношениях. Исчезнуть после конфликта, игнорировать сообщения и ждать, пока партнер начнет умолять о разговоре — это не стратегическая выдержка. Это создание неопределенности как средство контроля. Здоровая пауза должна иметь понятную причину и точку возвращения. Человек может сказать: «Сейчас я слишком зол и боюсь наговорить лишнего. Мне нужно немного времени, после чего мы продолжим разговор». Исследовательская традиция Джона Готмана рекомендует при сильном эмоциональном возбуждении брать перерыв хотя бы на 20 минут, но не превращать его в неопределенное исчезновение. Длительное молчание усиливает избегание и мешает разрешению конфликта. Различие определяется целью. Если вы замолчали, чтобы вернуть себе способность мыслить, перед нами дисциплина. Если тишина используется, чтобы другой человек почувствовал тревогу, вину или зависимость, перед нами манипуляция. Молчание достойно уважения только тогда, когда вы способны после него говорить ясно. Принцип третий. Не каждое обвинение создает обязанность оправдываться. Некоторые люди задают вопросы не ради ответа. Им нужен процесс, в котором вы признаете их право судить вас. Почему ты так поступил? Почему не предупредил меня лично? Почему выбрал этот проект? Почему общаешься с этим человеком? Почему не ответил сразу? Почему считаешь, что имеешь право отказаться? Сам вопрос может звучать нейтрально, но его скрытая структура уже содержит обвинение. Вам предлагают не обмен информацией, а судебное заседание, где собеседник одновременно играет роль прокурора и судьи. Человек, боящийся быть неправильно понятым, начинает объяснять все до мельчайших подробностей. Он добавляет контекст, перечисляет причины, раскрывает сомнения и пытается подобрать такую формулировку, после которой оппонент, наконец, признает его разумным. Чаще происходит обратное. Каждая новая деталь создает дополнительную точку для спора. Одно объяснение вызывает следующий вопрос, затем еще один, и вскоре вы уже защищаете не конкретное решение, а собственное право принимать решения без чужого одобрения. Это можно назвать объяснительным долгом. Чем больше вы платите, тем больше от вас требуют. Однако лозунг «никогда ничего не объясняй» также ошибочен. Ответственность без объяснений невозможна. Руководитель обязан сообщать сотрудникам причины решений. Партнеры должны обсуждать договоренности. А человек, причинивший вред, не может прикрыть высокомерие красивой фразой о том, что сильные люди не оправдываются. Макиавелли не прославлял интеллектуальную изоляцию. В 23 главе «Государя» он советовал правителю выбирать разумных советников, позволять им говорить правду, внимательно выслушивать мнения и только после этого принимать собственное решение. Он критиковал как зависимость от каждого случайного совета, так и правителя, который ни с кем не советуется. Это дает более точное правило. Объяснение следует давать не каждому, кто его требует, а тому, перед кем у вас существует реальная ответственность или с кем возможно добросовестное обсуждение. Если близкий человек пытается понять ваше решение, краткое объяснение укрепляет доверие. Когда руководитель спрашивает о задержке проекта, необходимо сообщить факты и предложить способ исправления. Если же анонимный провокатор требует доказать, что вы не глупец, сам формат разговора лишен смысла. Полезно обращать внимание не только на вопрос, но и на реакцию человека после первого ясного ответа. Добросовестный собеседник использует полученную информацию, чтобы лучше понять ситуацию. Недобросовестный игнорирует содержание и немедленно ищет новую формулировку обвинения. В этот момент дополнительная аргументация перестает быть объяснением и превращается в обслуживание конфликта. Вместо длинной защиты можно сказать: «Я сообщил причину своего решения. Ты можешь с ним не соглашаться, но повторять объяснение другими словами я не буду».
Здесь нет агрессии. Вы признаете право человека на несогласие, но не отдаете ему бесконечный доступ к собственному времени. Сильная речь отличается не загадочностью, а достаточностью. Вы сказали ровно столько, сколько требовала ситуация, после чего остановились. Принцип 4. Игнорируйте шум, но отвечайте на реальный ущерб. Самая опасная ошибка популярной психологии заключается в превращении игнорирования в универсальное решение. Пока вы молчите, не всякая проблема исчезает. Иногда ложь получает аудиторию, нарушение становится нормой, а агрессор воспринимает отсутствие сопротивления как приглашение продолжить. Макиавелли хорошо понимал значение репутации решительного человека. В «Государе» он предупреждал, что правитель становится презираемым, когда выглядит непостоянным, легкомысленным или нерешительным. При этом уважение возникает не из громкости, а из убежденности окружающих, что его решение нельзя бесконечно обходить. Поэтому перед тем, как что-либо игнорировать, нужно оценить не силу собственного раздражения, а возможный масштаб последствий. Оскорбление от незнакомца может быть шумом. Ложное обвинение, отправленное вашему работодателю, уже представляет собой действие. Насмешка приятеля иногда заслуживает равнодушия, но систематическое унижение в компании постепенно формирует социальную норму. Слух, который никто не воспринимает всерьез, способен умереть сам. Однако публичная ложь о вашей профессиональной деятельности может повлиять на клиентов, партнеров или доход. Разница заключается не в том, насколько вам неприятно. Важен материальный след. Когда ущерба нет, ответ зачастую лишь увеличивает охват провокации. Если ущерб возможен, молчание должно уступить место короткому и документированному действию. Представьте, что коллега пишет руководителю: «Он снова не выполнил свою часть работы». Слабая реакция может принять две противоположные формы. В первом случае вы отправляете эмоциональное письмо на несколько страниц, обвиняете коллегу во лжи и вспоминаете все старые конфликты. Во втором делаете вид, что ничего не произошло, хотя обвинение остается единственной версией событий. Стратегический ответ выглядит проще. Вы указываете согласованный срок, прикладываете документ с датой выполнения и обозначаете, какая часть задачи находилась на стороне коллеги. После этого не начинайте личную войну и не пытайтесь доказать всем, что ваш оппонент является ужасным человеком. Ваша цель не уничтожить обвинителя, а восстановить фактическую картину. Тоже относится к дезинформации. Популярное убеждение гласит, будто исправление лжи обязательно усиливает ее из-за так называемого эффекта обратного удара. Современные исследования показывают, что подобный эффект значительно менее распространен, чем принято считать, а фактологические исправления в среднем действительно повышают точность представлений. Поэтому игнорировать серьезную ложь только из страха дать ей внимание не всегда разумно. Правильная реакция обычно короче той, которую требует ваше возмущение. Сообщите факт, предъявите подтверждение и обозначьте практическое последствие. Затем прекратите спор, если оппонент просто повторяет первоначальное обвинение. В этом и состоит отличие ответа от реакции. Реакция стремится выплеснуть чувства. Ответ должен изменить положение дел. Принцип 5. Отдаляйтесь последовательно, а не превращайте доступ к себе в азартную игру. Один из самых сомнительных фрагментов исходного сценария советует чередовать тепло и холод, иногда отвечать быстро, иногда исчезать, то приближать человека, то становиться недоступным. Предполагается, что непредсказуемость заставит окружающих постоянно думать о вас и добиваться вашего внимания. Это действительно может создавать тревогу и усиливать фиксацию, особенно в эмоционально зависимых отношениях. Но назвать подобное поведение мудростью Макиавелли нельзя. Это обычное управление человеком через нестабильность. Стратегическое отдаление имеет противоположную структуру. Оно не создает хаос, а устраняет его. Если человек регулярно нарушает договоренности, вы реже строите планы, зависящие от его надежности. Когда знакомый использует каждую встречу для жалоб, нападок и эмоциональной разрядки,
вы сокращаете продолжительность общения. Если переписка неизменно заканчивается оскорблениями, вы закрываете этот канал. Ваше отдаление становится логическим следствием повторяющегося поведения, а не способом заставить человека гоняться за вами. В близких отношениях эту связь желательно обозначить словами. Например, когда разговор переходит на оскорбление, я его заканчиваю. Мы сможем продолжить, когда оба будем готовы говорить нормально. После этого важно действительно завершить разговор, а не произносить угрозу, которую вы не собираетесь выполнять. С посторонними подробное уведомление часто не требуется. Анонимному провокатору не нужно отправлять прощальное письмо перед блокировкой. Человеку, который регулярно нарушает ваши условия, иногда достаточно один раз сообщить решение, после чего перестать возвращаться к обсуждению. Макиавелли писал, что мудрый правитель должен по возможности опираться на то, что находится под его собственным контролем, а не на переменчивую волю других людей. В повседневной жизни это означает отказ от бесплодной задачи заставить кого-то стать уважительным, надежным или благодарным. Вы не контролируете чужой характер, зато можете определять объем доступа к своему времени, доверию, информации и помощи. Здесь особенно важно не превращать дистанцию в скрытое ожидание. Некоторые люди демонстративно исчезают, но каждые несколько минут проверяют телефон, надеясь увидеть извинения. Внешне они молчат, однако психологически полностью зависят от реакции другого человека. Настоящее отдаление начинается только тогда, когда вы перестаете использовать отсутствие как послание. Вы не пытаетесь заставить человека осознать вашу ценность, пожалеть о произошедшем или начать вас преследовать. Вы просто перестраиваете собственную жизнь так, чтобы нежелательная модель поведения больше не получала прежних ресурсов. Отсутствие, предназначенное для чужой боли, остается формой зависимости. Отсутствие, освобождающее ваше время, становится свободой. Принцип 6. Стремитесь не к безразличию, а к эмоциональной независимости. Популярные ролики о темной психологии часто предлагают создать броню безразличия. Согласно этой идее, по-настоящему сильного человека ничто не задевает. Он не нуждается в понимании и легко стирает людей из своей жизни. Проблема заключается в том, что хроническое безразличие невозможно включать только в удобные моменты. Человек, систематически подавляющий неприятные чувства, со временем может начать хуже распознавать не только боль, но и привязанность, благодарность, тревогу, предупреждающую об опасности. Эмоции не являются слабостью системы, они являются частью системы наблюдения. Гнев помогает заметить нарушения, страх — риск, чувство вины — собственную ответственность, а печаль — значимость утраты. Вопрос состоит не в том, чтобы уничтожить сигнал, а в том, чтобы не позволять ему единолично выбирать действия. Исследования Джеймса Гросса показывают, что простое подавление внешних признаков эмоции не обязательно уменьшает внутреннее переживание. Более того, оно может ухудшать запоминание происходящего и усиливать физиологическую нагрузку как у самого человека, так и у его собеседника. Когнитивная переоценка обычно оказывается эффективнее, потому что изменяет не маску, а интерпретацию ситуации. Допустим, кто-то не ответил на ваше сообщение. Подавление заставит вас изображать полное равнодушие, хотя внутри вы продолжаете прокручивать возможные причины. Переоценка предлагает признать: «Мне неприятна неопределенность, но одного пропущенного сообщения недостаточно, чтобы делать вывод о неуважении». Если подобное повторяется постоянно, вы уже оцениваете не отдельную эмоцию, а устойчивую модель. Тогда решение может измениться. Вы сокращаете ожидания, обсуждаете формат общения или отказываетесь от зависимости от этого человека. Эмоциональная независимость означает, что вы способны чувствовать неприятное, не разрушаясь и не принимая каждую мысль за доказанный факт. Вам может быть обидно, но обида не обязана превращаться в месть. Вы можете волноваться о чужом мнении, не отдавая ему права определять вашу жизнь. Подлинное самообладание не нуждается в спектакле ледяного превосходства.
Часто человек, настойчиво демонстрирующий, что ему никто не нужен и ничто не причиняет боли, сильнее остальных зависит от необходимости поддерживать этот образ. Макиавеллиевская гибкость требует способности признавать реальность, в том числе собственную. Иногда вас действительно задели. Возможно, вы ошиблись, недооценили угрозу или выбрали плохого союзника. Признание этого не делает вас слабым. Оно дает информацию, необходимую для следующего решения. Броня, не пропускающая ничего, одновременно лишает человека чувствительности. Гораздо надежнее не становиться камнем, а перестать быть кнопкой, которую любой прохожий может нажать. Принцип 7. Бездействие становится стратегией только при наличии условия для будущего действия. Последняя иллюзия состоит в том, что ожидание само по себе является признаком силы. Человек откладывает трудный разговор и называет это выдержкой. Игнорирует растущую проблему, считая, что противник уничтожит себя. Не отвечает на ложь, потому что истина проявится сама. Терпит нарушение за нарушением, уверяя себя, что настоящий стратег не суетится. Но пассивность нельзя превратить в расчет простым изменением названия. Стратегическое бездействие существует только тогда, когда вы понимаете, почему ожидание улучшает вашу позицию, какие признаки отслеживаете и при каком условии начнете действовать. Иногда стоит подождать, потому что у вас недостаточно информации. Противник может рассчитывать на поспешное обвинение, а несколько дней наблюдения позволят собрать документы и увидеть полную схему. В другой ситуации конфликт живет только благодаря реакции участников, поэтому отсутствие ответа действительно лишает его топлива. Бывает и так, что время работает против вас. Неисправленная ошибка превращается в норму, слух достигает важной аудитории, финансовый ущерб растет. А человек, которому вы позволили нарушить договоренность 5 раз, уже считает разрешенным 6-е нарушение. Макиавелли не поклонялся осторожности. Он подчеркивал необходимость соответствовать времени и обстоятельствам. Исследователи его творчества отмечают, что даже успешная стратегия может привести к краху, когда меняются условия, а человек продолжает действовать по старой привычке. Поэтому ожиданию нужна точка пересмотра. Предположим, о вас распространяют нелепый слух в небольшом интернет-сообществе. Пока он остается среди людей, не влияющих на вашу жизнь, публичное опровержение лишь увеличит его заметность. Вы решаете не реагировать, но наблюдаете за распространением. Если обвинение появляется перед клиентами, работодателем или значимой аудиторией, условие меняется, и вы публикуете короткое опровержение с доказательствами. В другом случае сотрудник систематически не выполняет обязательства. Вы не устраиваете скандал после первого эпизода, поскольку ошибка может быть случайной. Однако фиксируете договоренность и смотрите на следующую итерацию. Повторение становится основанием изменить процесс, перераспределить ответственность или прекратить сотрудничество. Такое ожидание нельзя назвать слабостью. Вы заранее определили критерий и сохранили готовность действовать. Пассивный человек надеется, что ситуация разрешится без него. Стратег наблюдает, пока цена вмешательства выше его пользы, но не пропускает момент, когда соотношение меняется. Решение ничего не делать сегодня должно содержать ответ на вопрос, что именно заставит вас действовать завтра. Без этого бездействие постепенно превращается в избегание. Мир действительно переполнен людьми, которые пытаются получить власть через вашу реакцию. Одни провоцируют гнев, другие заставляют оправдываться, третьи создают срочность и требуют принять решение до того, как вы успеете понять собственные интересы. Но защита от подобных методов не заключается в вечном молчании. Макиавелли не учил прятаться от каждого конфликта. В рассуждениях о первой декаде Тита Ливия он, напротив, высоко оценивал публичную речь, спор и способность общества исправлять заблуждения через открытое обсуждение. Для него конфликт не всегда был разрушением.
При определенных условиях он помогал обнаруживать интересы и создавать более устойчивые решения. Поэтому формулу «никогда не реагируй, никогда не объясняй, просто игнорируй» необходимо изменить. Не позволяйте первому импульсу принимать окончательное решение. Не объясняйтесь перед аудиторией, которая не собирается ничего понимать. Игнорируйте то, что питается только вниманием, но отвечайте на действия, создающие реальный ущерб. Используйте паузу для наблюдения, а не для наказания. Отдаляйтесь последовательно, не превращая собственное присутствие в средство вызвать тревогу. Чувствуйте эмоции, не передавая им управление, и ждите только тогда, когда понимаете условия будущего вмешательства. Иногда сильнейшим ходом действительно становится отсутствие ответа. Однако сила заключается не в самом молчании, а в свободе выбирать его. Человек, который не способен заговорить, молчит из страха. Тот, кто не способен остановиться, говорит из зависимости. Стратегическая независимость появляется между этими крайностями. Там, где вы можете ответить, уйти, исправить ложь или оставить провокацию без внимания, руководствуясь не раненым самолюбием, а последствиями. В следующий раз, когда кто-то попытается вывести вас из равновесия, не спрашивайте себя, какая фраза поставит его на место. Сначала выясните, существует ли вообще причина впускать этого человека в свое внимание. Потому что вашим временем управляет не тот, кто говорит громче. Им управляет тот, кто решает, что заслуживает ответа. Если вам близки темы, которые мы разбираем на этом канале, подписывайтесь на наш Telegram. Там мы публикуем дополнительные материалы, мысли, источники и анонсы новых видео. А если вы хотите помочь каналу развиваться и поддержать выход новых выпусков, сделать это можно на Boosty или Patreon, удобным вам способом. Все ссылки находятся в описании. Спасибо, что смотрите и поддерживаете проект.